Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Oppo Reno 12 Pro. Притом это китайская версия, и что это значит? Здесь у нас почти 1,5 миллиона баллов в Antutu, Snapdragon 9220+, помимо этого 120 Гц экрана, помимо этого экран прямой, но с легким закруглением по краям. Да, здесь небольшой подбородок, но довольно классная фронталка с записью в 4К 60 FPS. Помимо этого, непрерывно он смог у меня снимать 4,5 часа. У него 80-ваттная быстрая зарядка. И даже инфракрасник есть. И он вроде не габаритный. И интересный у него дизайн. И по большому счету 500 люксов в течение получаса при 60 FPS в Геншине он тянул. Но 90 FPS в PUBG New State после этого не осилил. У него довольно странная автономность. Повторяюсь, что это интересный смартфон. И особое внимание хочу уделить, что это китайская версия, и поэтому здесь все намного лучше, чем в глобалке. Если вы посмотрите спеки глобалки и цену, то вы ужаснетесь. Если говорить об этом смарте, разумеется, GPS, NFC и остальные прелести есть. Притом, к сожалению, GPS не двухдиапазонная, а только L1. Довольно скромная защита от влаги, очень быстрая разблокировка экрана. И в сравнении с Pixel 8a по съемке, я думаю, он вам будет интересен. Потому что с гугловскими темами всегда интересно что-то сравнивать. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для Oppo упаковке из плотного картона. На ней есть название модели и краткая характеристика. Упаковка ничем не примечательная, а в комплекте мы имеем сам смартфон, силиконовый чехол, краткое руководство, кабель USB-A на USB-C, блок питания на 80 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Никакого гибридного слота здесь нет, не путайте глобалки и китайские версии. Весит смартфон 185 граммов, а габариты 161 на 74 на 10,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. К слову, не забудьте в принципе подписаться на телеграм-канал скидок, потому что там много всегда всего веселого. Допустим, сегодня опять Realme GT6 продают по 36, и еще много интересных историй из разряда Poco X6 Pro по 20-ке и всего остального. Пусть на Али распродажи раз в месяц, но метко. Переходим же к смартфону. В продаже есть черная, золотая и серебристо-фиолетовая расцветка. Дизайн неплохой, выглядит смартфон в целом хорошо. И интересно. Самое главное, интересный чехол. И это правда. Хотя, опять же, вот этот вот рисунок переливающийся не всем понравится. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамки. Собрана модель хорошо, грани прямые, в руке лежит смартфон удобно. Но насчет прямых граней здесь немного закругленные экраны. В принципе, это даже интересно. При игре не мешает, при пользовании тоже. Плюс имеет стандарт защиты IP65, но топить я его не стал, потому что BBK-евские смарты даже с IP69, напоминаю, Vivo X100S с IP69 у меня тонут. Не говоря уже о всяких GT6, которые тоже пропускали воду, но они хотя бы не тонули, потому что я успевал их реанимировать. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0 и капорт, а вот мини-джека нет. Также мы имеем стандартные микрофоны и стереодинамики. Звучание неплохое, динамики достаточно громкие. Вибромотор линейный и тактильно приятный. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED Pro XDR дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей и поддержкой технологии HDR10+. Плотность пикселей здесь скромная, 394 ppi, то есть это даже не субфлагманская. Пиковую яркость обещают 1200 нит. Сколько он выбивает по яркости, вы сами видите на экране, но по поводу яркости здесь самое главное, как это дело работает, а не как что обещают. Так вот, 930 люксов он в обычном режиме спокойно выдает, и шим у него довольно приличный, на сотке 15% выше, но выше 20%, в принципе, до 30% яркости не поднимается. Насколько это дело вас устраивает, решать, повторяюсь, вам. Частота обновления экрана до 120 Гц, трехступенчатая адаптивной регулировкой частоты обновления. Частота дискретизации сенсорного отклика 240 Гц.
Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат не лучший. Мультитач на борту. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро, но промахи изредка проскакивают. Завести можно до 5 отпечатков ко всему, один и тот же отпечаток пальца 2 раза завести нельзя, что хорошо. Распознавание лица срабатывает хорошо. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9220+. С техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,35 ГГц. Графический процессор Mali G715, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 ГБ. Операционная система Kala OS на базе Android 14 версии. На руках у меня китайская версия данной модели, и повторяю, что русский язык у Google здесь все есть. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. 4G, к слову, без 7 и 20 бенда. Датчики приближения не подводили, Bluetooth версии 5.3, список поддерживаемых кодеков вы видите на экране. NFC Smart, разумеется, поддерживает, и GPS-тест показывает точность 1 метр в условиях города, что в принципе стандартно и хорошо. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал скромные 6 часов 54 минуты, плюс Smart поддерживает быструю зарядку до 80 Вт, беспроводной зарядки здесь нет. За 8 минут он заряжается спокойно с 0 на 26%, за 15 минут на 40%, и чтобы зарядиться полностью, у меня понадобилось 50 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube у меня уходит примерно 5% на 100% яркости. Притом по поводу яркости в Genshin через 30 минут падение яркости ниже, чем 5 сотен люксов, тач не отваливается, фризы есть, 60 Гц он мало показывает, но все равно. В PUBG New State никаких 90 Гц вы не увидите на ультра настройках, но он будет также поедать, что в Genshin 26%, в PUBG New State 28%. Это довольно много, то есть процессор не энергоэффективный уже. Переходим к тестам. Что он показал в тротлинг тесте вы видите, все довольно неплохо относительно. Что он выбил в Geekbench, Wildlife стресс-тесте, в Antutu. Одно могу сказать, что на прожарку я его не гонял, если это интересно вам, повторяюсь, напишите в комментариях, потому что не совсем я понимаю, на кого рассчитан данный смартфон. Он не то чтобы сказать плохой, но хорошим его назвать довольно сложно. И учитывая плотность пикселей и процессора, я пока не понимаю, на какую аудиторию китайскую он был рассчитан. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, фокусным расстоянием в 24 мм, оптостабом и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Далее есть 50-мегапиксельный телефотосенсор Samsung S5 KGN N5 с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 47 мм, двухкратным оптическим зумом и пятикратным светосильным зумом, но без оптостаба. Сверхширик Sony IMX355, как у всех затычка на 8 мегапикселей с минимальным углом обзора в 112 градусов и фокусным расстоянием в 16 мм, еще и без автофокуса. Фронталка на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, автофокусировкой и максимальным разрешением для видеосъемки в 4К 60 FPS. В общей картине Reno поприятнее выдает картинку на фронталку, чем Pixel, плюс, если сравнивать основные сенсоры, то ночью Pixel, как всегда, с лютыми шумами, а у Reno их нет. Днем на основные сенсоры, если с зумированием, то Pixel однозначно имеет более детализированное изображение, плюс стабилизация у него лучше отрабатывает. Опять же по мне. Ну что, по фото максимум X20 у Oppo и максимум X8 у Pixel. И вот сейчас X5. У Pixel максимум по видео 4К 60 FPS X10. Oppo. Но эти такие X10, я вам скажу, что ну не особо они и нужны. Вот кому нужны такие X10? В X5 он выглядит более-менее прилично. X10 уже какая-то лабутень. Притом можно еще поспорить, кто приличнее выглядит, Pixel или Oppo. Ультраширики у всех классический Dashman. 1080p 30 FPS. Как говорится, без изменений. Притом Pixel упорно подтормаживает. Я не знаю почему, но ладно. Скоро это дело закончится, и почти все я буду с S24 Ultra сравнивать, чтобы жизнь медом не казалась смартфоном. Так, максимум X5 с ультраширика у Pixel и X10 с ультраширика у Oppo. Но вот здесь история интереснее, потому что по динамическому диапазону Oppo проигрывает, но с другой стороны, обратите внимание, у него есть 4К 60 FPS на фронталку.
Вот так у нас есть Realme GT 6, которые тоже BBK. И у них нет 4К 60 FPS, а даже 1080p 60 FPS на фронталку. А у какого-то там Oppo Reno 12 Pro, даже не Pro Plus, есть 0.8, X1, X2, максимум X2. И возникает вопрос. Realme, вы хотели нас обмануть? BBK, почему в опповском смарте все окей, а в Realme нет? Который убийца флагманов. Так, вот четкое чувство, где BBK поработали, это мне кажется, что вот именно в Oppo Reno. И я вам объясню почему, кстати, пока я сейчас снимаю. Сейчас 4К 60 FPS, будет еще 30 FPS. Потому что в Азии бренд Oppo очень популярен. И, скорее всего, основные усилия они как раз не на Realme кидают по поводу камер, потому что камера постольку-поскольку в Realme, по ощущениям, а на бренд Oppo. На всяком случае, по моему субъективному мнению и по тестированию. Посмотрите X2, допустим, X5. Ну, небо и земля. Вот сейчас идет 4К 30 FPS. Обратите внимание на работу со светом. И, в принципе, да, шумов космос. Работа со светом у Oppo как-то не особо хорошо получается, с одной стороны. С другой стороны, напишите, какая картинка вам ближе, по какой причине, потому что из темени все-таки вытягивает лучше Oppo. Но у пикселя, несмотря на все эти пропуски кадров и еще какие-то вещи, у него супер лайфхак. Первое, ты можешь переходить на ультраширик, а второе, он реально передает цвета. Если сейчас цвета идентичны в записи в итоге все-таки у Poco, это X2, то круто. А вот если нет, то не совсем круто. Так, сейчас основа. И вот так, допустим, против света, что тоже немаловажно. Вы же не только в ночи будете снимать. Вы сможете снимать ночью. И фронталка ночью 4К 60 FPS у Oppo против 4К 30 FPS у Pixel. Вот так сможете себя здесь снимать. И насколько это хорошо или плохо решать вам. Ну, по мне, даже ночью, если у тебя есть возможность осветить лицо каким-то образом, вот сейчас у меня лицо освещено, лучше снимать в 60 FPS, конечно. Потому что ты в первую очередь себя снимаешь, а не то, что вокруг. Понятно, что динамический диапазон периодически хромает. Вот сейчас какой-то пересвет ловит Oppo. Но в целом и тот, и другой смарт неплохо справляется. X1, X2, X1.4, X4 и X2 максимум у Oppo. Вот так. Ну что же, два основных модуля, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И, к сожалению, нет подсветки у коня, но с другой стороны у нас хватает неприятных, бесконечно неприятных источников освещения. И вот так вы сможете снимать эти два объекта. При том, что, заметьте, даже в 4К 60 FPS Oppo пытается вытягивать очень много всего из темноты. Особенно заднее дерево видно. И в целом, вообще, если брать съемку, ну здесь, по-моему, лидер очевиден. Хотя у вас может быть другой взгляд. X2, X2 и X5, X5. И очередные 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. Oppo. Так забавно, я мучаю смартфон, обзор на который посмотрит не так много людей и, наверное, просто, не знаю, пара землекопа, как у нас говорили, приобретет его. Но с другой стороны, согласитесь, интересно, пиксель греется. Вот сегодня он грелся меньше, чем вчера, даже в простой, просто с симкой. Но продолжаю его использовать. Очень интересно мне будет скоро погонять S24 Ultra в обычном сценарии использования. Полечу в Японию с ним, ну и с яблоком, соответственно. И расскажу вам, что они там допилили. Так, ну вот так сможете себя снимать. Ну что, добрался я до этой мракобесной локации, 4К 60 FPS, и вот так вы сможете снимать. Заметьте, когда шумов много, конечно, у Oppo Reno, но как много он всего в 4К вытягивает из этих ночных прелестей. И по работе со светом можно поспорить, кто получше. Хотя
Зайцев и тот и другой. Вообще получается из худшего выбирать лучше. Но с другой стороны, вот смотрите, допустим, неоновая подсветка зеленая. Наверное, лучше. Непонятно где. Это и в X2 было. Так сможете снимать ночью. По поводу плавности переходов при зумировании. Вот X5 и X10. И стандартные 4К 60 FPS против 4К 30 FPS ночью. Рубашка серая, можете на стримы прийти. Но вот лицо, мне кажется, по цвету правильно передает все-таки опа. Хотя не факт. Но оно точно не трупное, как на пикселе. Пиксель делает лицо под цвет рубашки. 4К 60 FPS. Магазин. И вот так сможете снимать всякие штуки. И, разумеется, яйца. Кстати, крашеных здесь нет сегодня. Дошики. Дошики. Ну-ка, допустим, X2, X5. Нормально с таким освещением. X1. Максимум у нас. X10. И немного что в холодильниках есть. Совсем чуть-чуть. X2, X5. 4К 60 FPS, фудблогинг, и вот так вот будет выглядеть еда, если вы вдруг решите кому-то что-то показывать. Притом освещение обычное, то есть никакого студийного освещения здесь нет. И, разумеется, еще немного еды, совсем чуть-чуть. 4К 60 FPS, фудблогинг, съемка с двух рук. Ну что пишем, у кого тормозит YouTube? Обещали с сегодняшнего дня, что он начнет везде тормозить. У вас тормозит? Если тормозит, значит судьба такая. Значит, надо прогружать. Либо выгружать обзоры куда? В телегу. Но в телегу максимум 4 гигабайта. А у меня обзоры обычно по 13 гигабайт. Делать их в HD, тогда смысл сравнивать 4К. В общем, матрица. Либо смотрим все, понятно, через что. X2, X5. Но опять же, обзор будет сегодня не на этот смарт, а на вот этот смарт. Ну и, разумеется, двухоконный режим прямо в стоке есть. И вот так сможете себя снимать. К сожалению, квадратики двигать нельзя. Так, ну что, 4К 60 FPS, как я часто люблю повторять, подобное не делаем. И как многие говорили мне, у Realme вообще супер шикарная картинка ночью и шикарный звук. Ну вот сравните с Oppo. По большому счету это один и тот же концерн. Но, повторяюсь, вот я сейчас пользуюсь им. И фотографирует он быстрее, и видео у него более плавное. И я специально поэтому с пикселем его и сравниваю, потому что недавно Neo 6 сравнивал с пикселем. Сравнивал, получается, GT 6, по-моему, тоже с пикселем. Может быть, с Poco частично еще, уже не помню. Смешались уже люди, кони. Почему? Потому что слишком много похожего у Realme. Все эти копипасты 6T, 6SE, GT6, китайский еще GT6 сейчас куплю. И Neo 6. В общем, и все плюс-минус одинаково выглядит, и плюс-минус одинаковое железо. А вот Oppo Reno 12 Pro выглядит по-другому, будет 100% непопулярным, но вот так вы примерно сможете на него снимать. Так, разумеется, делать нельзя, но ради контента вам, я думаю, интересно. Но немного просто фронталки без сравнения в полевых условиях 4К 60 FPS. Повторяю, что можно делать вот так. X2, понятно, непонятно для кого, но для кого-то. 0.8 и, может быть, X2, если ты хочешь что-то позади себя поснимать. И 0.1 включается автоматическая подсветка, довольно неплохая. Можно параллельно делать фотографии, но переключаться на, к сожалению, основу нельзя. Для интереса включил 4К 30 FPS, но также переключаться на основу нельзя даже с этого режима. И вот небольшое ночное видео. Идет кроп, кстати, довольно приличный, 4К 60 FPS. Но, несмотря на шумы, мне нравится, как это дело снимает. Прям нравится. X5, X2, X1.
4К 60 FPS, съемка с двух рук. Вот так динамичные объекты ночью, разное освещение сможете снимать. И 4К 60 FPS, фронталка. Еще хочу отметить, что когда ты сравниваешь с пикселем что-то, ты очумеваешь от того, как мало все-таки настроек у самого пикселя. И, как говорится, хорошо, что в китайских смартах думают о большом количестве вещей. Понятно, вы сейчас скажете, что настройки камеры можно скачать, много программ, можно полазить, но вот так, чтобы в доступности диафрагму поменять, не знаю, там очень много всего, что на поверхности лежит у смартфона обычного китайского по сравнению с нашим любимым пикселем на Тензоре, которого я никому не советую, но снимает он хорошо. Вкусняхи. 4К 60 FPS. X5. Когда целый день еда пролежала, она будет выглядеть примерно вот так. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, фудблогинг, продолжение. Так, все собирались фудблогерами стать, вот так вы сможете снимать, как вы благополучным образом заправляете какой-нибудь салат, для примера. Ну, по мне снимает очень круто, прям очень круто. Есть, конечно, чуть-чуть переконтрасты, перенасыщение, но очень близко. И вот сравниваем, допустим, фронталку. Здесь очевидно, если не смотреть на то, что это пиксель, к сожалению, я это увидел, мне пиксель нравится больше, чем Рена, хотя у Рена вроде бы даже и неплохо все, но если сравнивать работу с цветом кожи именно, то я бы выбрал здесь однозначно пикселя. Волосы, что там, не фонтанно отрезанные, обрезаны, может быть даже частично лучше на Oppo, но Oppo еще больше сгладила кожу, и по деталям оно, разумеется, проигрывает. Если брать вот эту фотографию волшебную в, опять же, эквивалент 35-47 миллиметров, здесь у нас 35-51. Насколько лучше Рена? Намного вроде бы, но он выкрутил контраст. Единственное, мне не особо нравятся его цвета. Точнее, цвета мне нравятся, мне не нравится то, что он сделал их более ядовитыми, яркими, чем они есть на самом деле. Но в то же время тоже неплохая фотография на том и на другом. Здесь уже, как говорится, вкусовщина. Здесь, смотрите, это Oppo Reno работа со светом, это Pixel работа со светом. И тот, и другой справился не лучшим образом. Если бы еще и коня все-таки подсвечивать продолжили, было бы еще хуже им. И, разумеется, Pixel 8a вот в этой фотографии и Reno в этой на 24 мм эквивалент 35. Ну, в целом, и тот, и другой смартфон справились плюс-минус одинаково. Даже Pixel хуже, видите, у него хуже отработал стаб. Смотрите, чтобы продать, разумеется, фотографию, нужны либо девушки, либо какие-нибудь красивые места. А так, по большому счету, вот еда. Фотографировать еду адекватно, и цвета он передает правильно. Если брать ночь, то шумов слишком много, никаких супер каких-то показателей у него, к сожалению, нет. И стаб работает не всегда лучшим образом, не всегда фокусировка на том, на чем вам надо. Очень часто необходимо реально очень долго фиксироваться, хотя вроде бы фотографию он делает быстро, но я не советую двигаться. Очень часто у него идет слишком высокий контраст, очень часто помимо контраста он выкручивает цвета. Неудачная, я считаю, в 50% случаев работа со светом. Если говорить про фронталку, она относительно где-то выигрывает, где-то проигрывает, но на 100% необходимо смотреть, что ты снял, потому что фотографии в движении, фотографии с зумом, с неудачным освещением, все здесь довольно специфично. То есть тебе, когда снимаешь, вот, допустим, сейчас я при вас листаю фотографии, почему я не делаю акценты на том, что здесь шумы, здесь, допустим, у меня ужасная работа со светом, здесь что-то поплыло. Я просто примерно для себя очередной раз пытаюсь понять, как часто он мазал. Ну, вот эта фотография ужасна из-за того, как он работал со светом. Это тоже. Здесь он покрасил все, ну, получилось прилично. Зум ночью абсолютно бесполезная штука практически у всех. Претензий к нему, ну, может быть, тоже по минимуму. Если говорить о пейзаже, я уже говорил, что
проблема здесь в первую очередь с перекручиванием цветов, не очень лютым. Если здесь вы обратите внимание, я специально лампу накаливания фотографирую для того, чтобы вы видели, что не все одинаково справляется. Если фотографировать еду, кафе, еще что-то, все ценники, все видно четко и, ну, понятно, что ты там не можешь рассмотреть, что из состава очень часто. Все эти исходники можно скачать у меня в личной телеге. Разумеется, часть из них идут в сравнении с пикселем, я все сравнивать не стал. Здесь у него почему-то включилась улучшалка, хотя ее не было. Здесь казалось мне, что волшебная фотография, источников освещения хватает, это аэропорт, оказалось не так. Такая же история, вроде бы неплохо, но ты начинаешь чуть-чуть кропать и все. И в целом впечатление об аппарате максимально достойное, но это не фотофлагман чистой воды однозначно. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD в китайской версии. Помимо этого, довольно приличный шим, довольно быстрый сброс яркости. К слову, по поводу автономности, 4,5 часа он у меня снимал. Файл оказался 120 гигабайт, скидывался он в течение часа на компьютер, плюс он сбросил FPS за 4,5 часа до 50 FPS, это очень плохо. Подписывайтесь на мою личную телегу, мы там обсуждаем, как в одинаковых условиях смартфоны себя ведут. И что это показывает? Это как раз показывает стабильность и на длинной дистанции, и при серьезных нагрузках. Но с другой стороны, то, что он смог непрерывно снимать 4 часа в 4К 60 FPS, это тоже довольно неплохо. Разумеется, конский ценник, непонятный процессор, не металлическая рамка, нет мини-джека, хотя есть инфракрасник, довольно скромная защита от влаги. Ну и в принципе можно долго перечислять. Смартфон интересный, но не без изъянов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Сегодня идет сейл на Али, наконец-то нормальный. Повторяюсь, по 20-нику у нас Poco X6 Pro продается, по 36 продаются Realme GT 6, обзор, к слову, на канале. Так что ознакомливайтесь. Самое интересное, конечно, 6SE Realme за 23, прям цвет, блеск, красота. И у Nothing очень много новинок. Ну и резюмировать я бы хотел максимально просто. Абсолютно бесконечно бесполезный смартфон для покупки. Почему? Потому что, разумеется, вы не будете покупать китайскую версию, так как отсутствует какой-то бенд. В глобалке все намного хуже. И глобальная версия, к сожалению, стоит абсолютно бесконечный космос. И если брать концерн BBK, даже в нем лучше уж покупать тогда OnePlus. 12 можно купить за цену глобальной версии довольно легко. Если говорить об этом смартфоне, меня просто нереально порадовала съемка, меня порадовало, что 4,5 часа он вывозил, не порадовал сброс FPS, 4,5 часа съемки в 4К 60 FPS, не порадовал то, что не супер быстрая зарядка, я надеялся побыстрее, помимо этого номинальная защита от влаги, никакой вам металлической рамки. И вопрос, за что такие деньги у Oppo? Я знаю ответ. Почему? Потому что в Азии очень любят эти смартфоны. В первую очередь от чего? От того, что здесь классные экраны, и хотя здесь нет даже 4,5 сотен PPI, он яркий, сочный. Если сравнивать с тем же GT6, то GT6 его за 36 сегодня на распродаже рвет как тузик грелку. Притом это глобальная версия GT6. Во всех смыслах. И в камере, и в экране, и во всем остальном. Но Oppo любят, в Азии, повторяюсь, Oppo довольно легко продать, купить. В России он не распиарен, у него слишком высокий ценник. И я абсолютно бесконечно согласен, что у нормального человека возникает вопрос, а за что такие деньги? И мораль проста, за бренд. Здесь классная операционная система. Но с точки зрения железа, учитывая, что у BBK, повторяюсь, есть Realme глобальные, есть OnePlus глобальные, они как-то лажают прямым текстом со своими ценами, и поэтому на распродажах воюют со всякими покафонами. Сегодня Poco у нас уже по 26 продавался, Poco F6, и Realme GT уже по 36, хотя, если не нужны камеры, я бы брал Poco. И вот в этом бою опповские смарты выглядят чем-то экзотичным, интересным. Надеюсь, что вам это дело каким-то образом будет полезно. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Пишите, покупать ли мне еще такую китайскую дичь. Я на ней очень много теряю при перепродаже, но приобретаю контент и надеюсь каких-то подписчиков, то есть вас, или ваше внимание, или как-то вас развлекаю. Ну, в общем, какие-то плюсы я от этого имею,
надеюсь. Айкушки всякие 9S и S Pro Plus мне не послали. Почему, не знаю. Буду сейчас опять на распродаже заказывать еще одну партию. Девайсу в отрыве от стоимости от меня однозначная да, но только в Азии, не в России. Oppo все-таки специфичный бренд, даже их суперфлагманы. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на мою личную телегу, мы там общаемся по поводу железок. Напишите, прожаривать ли это устройство. Добра и удачи вам, дорогие друзья.